Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант. Итак, биткоин, дневной таймфрейм на CME. Смотрим, мы в пятницу, остановились на 116 955. Сейчас то, что происходит, это можно сказать, неужели мы дождались этого момента, и у нас идет начало альт-сезона. Я скидывал уже в закрытую группу этот момент. Давайте посмотрим на биткоин-доминацию еще раз. То, о чем я вам рассказывал в прошлых видеообзорах, как это было здесь, здесь наверху, когда мы двигались от верхней грани, только отталкивались. Это биткоин-доминация, вниз уходили. И в данный момент, смотрите, мы здесь пробили EMA Ribbon, Ribbon пробили, и через один день и 16 минут, это недельный таймфрейм, и мы закрепляемся очень даже хорошо, скорее всего закрепимся под EMA Ribbon, после чего последует очень хороший рост. И посмотрите, что творят альткоины, то есть биткоин, доминация пошла вниз, и пошло потихоньку, начинается, вот это движение по альткоинам. Посмотрите, что сделал уже XRP, обратно вернулся. Посмотрите, что сделал Ethereum. Также Solana на 181, потихонечку все двигается в нужном нам направлении. Но еще AI-пад, тоже кто брал, уже плюс 20%, вот буквально. Иена тоже 13 дала. В общем, потихоньку идем в нужном нам направлении. Основное движение ожидаю, еще раз говорю, ниже. Уже ранее тоже говорил, это 54. Так, секунду, давайте лучше мы нормально рассмотрим. Кто хочет ко мне на график с Атлантом, кто хочет получить нашу систему Атланта, пишите в личку, ссылки в описании по нашей системе. Могу показать вам, продемонстрировать такой момент. У нас вот плюс 8 тысяч, плюс 18 тысяч, 34 тысячи, это только биткоин. Вот таким образом, в общем, двигаемся снизу наверх и также сверху вниз спускались. Сейчас двигаемся снизу наверх по биткоину потихонечку. Просто когда будет начинаться криптозима, сейчас все пытаются подешевле купить, ждут, когда подешевеет на 10 долларов, на 20 долларов тот же самый биткоин, который я говорил вам постоянно, подбирайте, идем потихонечку заходим за преодолеваем новый этаж, выходим к новым уровням, показывал цели, и мы действительно к ним выходили, и частями нужно было закрывать одни позиции, дополнительно открывать другие позиции, смотреть дальше, двигаться, в общем, оставлять небольшой след за собой, из отдельных сделок, часть сделок мы закрываем, часть оставляем на продолжение движения. Таким образом, по нашей стратегии мы в данный момент в очень даже хорошем положении находимся и будем продолжать находиться. Так, переходим на график с Атлантом. Давайте посмотрим еще раз. 116 955 это на CME. По биткоин доминанс вы все видели, что у нас началось это снижение опять. И по графику Атланта перейдем давай на дневной таймфрейм. 19. Так, еще раз сбился. 19 955, 16 955, 16 900. В общем, нам сегодня нельзя выходить далеко от этого уровня, иначе будет гэп, и нам придется назад возвращаться. Но в крайнем случае у нас есть уровень long-short приоритета 17 800, то есть нам по-хорошему нельзя заходить за этот уровень и где-то находиться в этой области. Еще было бы неплохо протестировать среднесрочную трендовую, пробить вниз, напугать толпу, пробить вниз, сделать ретест и выходить наверх. Это было бы неплохо сделать по биткоину. Так, далее вверх цели у нас были ранее обозначены. Кто не понимает, кто хочет знать, какие были цели, смотрите прошлые видеообзоры по MACD Атланта. Тоже у нас здесь положительный момент ожидается. Вот здесь, уже идет к пересечению. Далее понедельник, и скорее всего будет пробой. И пойдем выше. Так, наша система по биткоину. Еще раз по биткоину. У нас здесь выход в район 136, ближайшие уровни 131 и 136, плюс 141 еще есть цель.
Так, по Ethereum хотел посмотреть и вам показать. Так, здесь вернись назад. А здесь... Давай посмотрим Ethereum. Ты у меня где-то вот здесь. Так, опять движение по каким-то активам пошло. Еще секундочку. Да, биткоин ползет потихоньку вверх, но нам нельзя, чтобы он сильно вверх уходил. Господи, куда я тебя положил? Ethereum к доллару. На битстампе. Эфир к доллару. Смотрите, что происходит. Так, по Атланту у нас лонг приоритет от 8 июля. Это еще с 2500. Как мы пошли наверх расти, так и пошли. Да, уже просто все было оговорено. И еще раз смотрю на все активы, на всю альту смотрю через призму биткоина. И что же я вижу сейчас на эфире? У нас сформировался такой паттерн, как граммофончик, да, у нас плоский вверх и расширяющийся клин с плоским верхом. И мы сейчас его в данный момент пробили. Все, пошло это пробитие, да. И здесь у нас есть 3 высоты. Сейчас мы их померяем, посмотрим, какие цели по эфиру. Максимальная ATH у него находился где? На 4880, на 4878, 880, да, вот в этой области. Так что пока двигаемся в этом направлении. И давай померяем, посмотрим, где наши цели. Вот именно из этой структуры, которая у нас есть в данный момент. Давайте пока на паузу поставлю, чтобы время не тратить твое. Так, и уровни мы отметили. В общем, смотрим, да, у нас эта структура с уровнями. И цели, которые нас ожидают в дальнейшем. Первая ближайшая цель – это 4600. Посмотрю, как здесь себя поведет цена, и также этот момент будем рассматривать, потому что это криптомир, сами понимаете, может произойти все, что угодно. И просто из эфира возьмут и большую часть капитала перельют в тот же биткоин и XRP, например, да, который, как вы знаете, закончил свои судебные тяжбы с SEC, да, объявили о перемирии, а также много других моментов, да, плюс Трамп еще дал просто зеленый свет для криптовалюты и для всего остального. Так, по уровням Фибоначчи у нас золотое сечение находится на 7336. Давай мы себе эту цель также отметим. Без понимания по уровням, где мы находимся, будет тяжело. Все, этот можно сетку удалить. Так, это у нас дневной таймфрейм, можно переключить на недельку. На недельке будет поприятнее на все это смотреть, да. Также по Атланту у нас лонг приоритет, пробитие, видим пробитие на неделе. Это очень прям пробитие на недельном тайме, да, пробиваем эту структуру. Первые консервативные цели это у нас 5348, где большинство начнут сливать и не ожидать последующие цели. Далее цель 6000, ровно, кстати, хорошая цель, очень даже приятная, как обычно, да, у нас на круглых числах закрывают очень большие позиции. В общем, 5300 надо будет посмотреть, как здесь себя цена поведет, скорее всего, здесь делают... Есть такая вероятность, да, что придя к этим уровням, можем получить остановочку. Если нас не остановят здесь, да, можем получить здесь остановку, даже ретест или возврат, полный возврат обратно, даже возврат в район у нас вот здесь неопределенность, здесь додзи была, да, ну для начала это 3-4 тысячи, и сильный уровень был на 3,5, вот 3500, 3600, вот в эту область, да, у нас еще могут тоже сделать такой ретест, и потом только пойти наверх, ну посмотрим, может и сразу пойти, да, с одного хода в район 6. Это первые две цели. Следующая цель
Это у нас область 6700, 6777, 6800, вот эта область. И еще есть одна часть от эфира, про которую вам почему-то никто нигде не рассказывал. Я тоже смотрю за этим моментом. У нас еще есть вот это все накопление, если вы его помните, да, а вы его помните. У нас здесь как такая чаша, ну это не сказать, что чаша с ручкой, да, у нас здесь была попытка на ручку, 2-3, раз, два, и с третьего раза пошел пробой. Здесь можно считать как четвертый, да, вот этот момент тоже сюда подходил, то есть раз, два, три, и вот с четвертого раза пробитие. Ну, вполне такое для такого подобия структур, оно часто бывает именно так и проходит. И по следующему моменту у нас следующий момент, максимум по эфиру, который я буду здесь ожидать, это 7126. Это цели, которые мы ожидаем только из строения самого графика. Плюс к этому, ко всему, еще берем золотое сечение по Фибоначчи. То есть в данный момент буду выторговывать именно вот эти цели. Господа, у кого есть доступ к Атланту, вы всегда можете открыть эфир к доллару, дневной таймфрейм на битстампе, и вы спокойно увидите эти цели, да, и у себя проставьте заранее, чтобы потом не искать этот график. Так, что у нас здесь еще? Ну и опять же здесь мы этот момент уже смотрели, да, по уровням Фибоначчи, если все это рассматривать. Цели понятны. Ну и далее, если пойдет еще более сильное вливание печатание денег, да, вливание все это в криптоактивы, у нас следующие цели это двойной прирост, да, это к 11 тысячам, 10-11 тысяч долларов, то есть вот следующая область. Опять же, будем посмотреть, как себя дальше будет вести криптовалюта, как себя будет вести активы, да, все остальные, не только биткоин, и насколько сильно будут вливать средства в эти монеты. Так. Угу. И получается, что? Получается, наши цели обозначены. В общем, вот здесь, в данный момент, мы видим то, что начинается, тот самый альт-сезон. Я вас всех могу поздравить с этим. И с Ethereum, да, который очень хорошо вверх пошел. Андрей, видел ваш ордер, вы молодец, да, когда мы двигались снизу вверх, да, когда мы только это все подбирали снизу, вы тоже взяли и не закрыли, как большинство. Кстати, еще раз напоминаю, торгую я на бирже BingX. Изолированная раздельная маржинальная торговля позволяет мне на бирже BingX открывать по несколько лонг и шорт позиций, тем самым позволяет мне часть позиций закрыть, да, часть оставить на продолжение движения. Так, дневной таймфрейм. Часть закрыть, часть оставить на продолжение движения. Здесь можно это все на самом деле уже удалять. Это уже прошлое, да. До сих пор храню как память. По Атланту у нас на дневке еще пока шорт приоритет, но у нас, опять же, мы еще торгуемся под уровнем лонг-шорт приоритета, еще в любой момент это все дело могут откатить, да, тем более у нас идет доминация биткоина, переливается, но я полагаю, это запугивание, сделают небольшой заход и выйдем выше, или, возможно, даже уже здесь будет этот пробой. Ну, нужно будет рассматривать именно от этого уровня, так что пока идем аккуратно. Магди Атланта разворачивается, Атлант Магди.
И здесь у нас что у нас в данный момент? У нас здесь как Адам и Ева, да, такое, или как голова плечи. Ну, очень некрасивый здесь пробой, сбор стоп-ордеров. Но в целом у нас вот так идет эта структура. Ну-ка, сколько у тебя высота здесь на ближайшем, да? На ближайший вот этот ход. Ну, в район 118 тысяч дышит. Как раз на вполне неплохо было бы коснуться этого уровня. Суббота. Сегодня, что ли, да, получается на 16:45. Посмотрим. Может произойти такое хорошее импульсивное, динамичное вливание. И мы можем вот сюда выйти в этот момент. Кстати, у нас идет пробитие, пробиваемся, да, откорректировались опять к уровню. Смотри, как красиво идет по графику. Атлант закрепился, лонг приоритет. Ух ты, тоже хороший знак. В общем, пробился Атлант, лонг приоритет. Снизу подбирали лонг позиции, здесь, пока идем в нужном направлении. Опять подходим к додзе с дневного тайма, опять будем его нащупывать, да, помните, я вам в прошлом здесь говорил, что можем остановиться, да, и сделать набор позиций, вот он произошел. Сейчас опять выходим наверх, у нас канал, мы пробиваем его медиану опять, подошли, пробились, да, сделали ее, в общем, выторговываем, но входим следующие 75%, 50-75%, и здесь у нас медведь становится сильней, бык становится сильней, и можем вполне пробиться наверх, к верхнему уровню лонг-шорт приоритета на 17 800. Ну а далее уже все как по сценарию, да, как мы ожидаем цели выше. В общем, жду пробития, вход в 18-27, зона 18-27, набор позиций, коррекционное движение, сброс лишних пассажиров и уже далее на свободном ходу двинуться к нашим целям. Кстати, у меня из прошлого позиции еще открыты до сих пор цели. Я здесь часть убрал, да, у меня цель на 119 300, 118 600 и 119 155. 118 600, 119 155 и 119 300. Также часть позиций немного выше перебросил, другие, которые ниже, тоже выставлял, повыше поставил, тоже наблюдаем. В общем, я вас всех могу поздравить. Смысла, пока даже дальше не вижу смысла снимать какие-то еще обзоры, да, все отмечено на графике. Кто хочет ко мне на график, пишите в личку, все ссылки в описании. Торгую на бирже BinX, потому что на этой, только на этой бирже есть изолированная раздельная маржинальная торговля в режиме одного актива и в режиме хеджирования. То есть вы можете открывать по несколько лонг и шорт позиций. Например, снизу здесь можно было подобрать 3 лонг позиции, здесь сверху подобрать там 3 шорт позиции, да, когда ушли вниз, одну закрытие шорт позиции в хороший плюс, здесь на лонгах уже двинуться и одну позицию можно тоже закрыть, и дальше просто наблюдать. То есть вы здесь и здесь в плюс, даже если у вас какие-то были минусы, вы этими двумя плюсами просто эти минусы перекрываете с одного только захода актива буквально в 3-4 дня за одну неделю, да, а далее у вас элементарно, либо мы выходим наверх, что в данный момент уже как-то более вероятно, да, плюс Трамп, плюс новостной фон, макро и, в общем, все плюсы для биткоина, для криптоактивов сейчас, можно сказать, открываются. И все становится очень явно, понятно, ясно, да, ясность вносят, принимают это все принимает наш мир. И в дальнейшем мы все будем это использовать. Мы уже это используем, да, в дальнейшем еще большая часть людей будет это использовать. Далее компании, магазины и все полное внедрение криптовых активов, криптосферы в нашу земную.
Так, и далее открыли позиции короткие, открыли позиции длинные, часть позиций закрыли вниз, да, с плюсом, часть позиций вверх закрыли с плюсом, перевели, подобрали, подтянули стоп в безубыток здесь, и дальше просто наблюдаем. Пойдем вверх, выбьем стоп-ордера шорт позиций, заработаем на длинных. Если пойдем вниз, выбьет длинные, заработаем на коротких. Ничего сложного или страшного здесь не будет. Было бы хорошо, конечно, пойти вниз. Я бы еще просто дополнительно бы открыл часть длинных позиций, да, дополнил и заработал бы на коротких. Но рынок не стоит на месте, он всегда движется. Не бойтесь, как говорится, не бойтесь опоздать на этот поезд, он никуда не денется. Многие боятся, вот я не успею, вот сейчас все проторгую, да, рынок развернется. Ну, развернется и развернется, пойдем вниз, будем выторговывать медвежий тренд, будем торговать криптозиму, ничего страшного, мы это уже пережили. Идет рост по биткоину, да, все пытаются его шортить, мы тоже подбираем шорт-позиции, также частями все эти уровни, все, что было, мы все эти уровни проторговывали, да, и я вам это все показывал, и закрывал, и закрывал и медвежьи сделки в хороший плюс, здесь, например, да, здесь, когда мы вниз падали, золотая соска, помните, да, золотая молодежь, новый мир, новое поколение, прям хорошая, вот эта точка хорошего разворота, нас поймали ее. Здесь еще было непонятно, пойдем ли мы разворачиваться или нет. Кстати, и после халвинга у нас все это просто до сих пор еще идет и идет потихонечку наверх. Также мы здесь это дно ловили, да, у нас здесь разворот был красивый. И смайлик. И после этого мы как и поехали наверх, как поехали, и все, и безостановочно, да, идем по графику, все четко, все красиво. Просто когда рынок остановится и будет разворачиваться, и все это дело пойдет вниз, уйдет в криптозиму, большинство тех, кто здесь сомневаются, они только начнут заходить на рынок. Ну, а мы, так уж получается, да, нам придется, закрываться. Мы будем закрываться, потому что мы будем, опять же, где-то рынок будет останавливаться, и мы будем, опять же, выторговывать какие-то уровни, да, где-то может и вынести. Такое тоже сейчас не исключено, потому что рынок может очень резко пойти наверх, очень резко, да, и в какой-то момент можно открыть позицию и не успеть просто стоп подтянуть. Можно, конечно, сразу открывать стоп. Просто я обычно открываю сразу несколько позиций, потом захожу и подтягиваю стоп-ордера. Просто в какой-то момент может получиться, что ты открываешь позицию, а рынок улетает, тебя сразу может выбить, ликвидировать. Так, ну и цель у нас здесь 134, 135. В общем, цели все на графике. Также будем смотреть, как дальше себя поведет актив. Желательно в данной ситуации, желательно здесь пока проторговаться, и чтобы не было гэпа, да, и понедельник, вторник плавно потянуть цену наверх к верхней грани в зону 120 тысяч 100. Сколько денег ты принес? Итого у нас 120 тысяч 100. Так. 100. Кстати, это не актуально. У нас снизу стенка такая хорошая, что путь только наверх открывают. Дракона, помните, я вам показывал? Дракон от Илона Маска.
Как тебе такое, да, человечишка? Так уж получилось. Не, я люблю людей, вы прекрасные создания, мы все. Но здесь просто опять дядя Маск на коне. X управляет этим миром в данный момент. Мистер X, дядя Маск. Так, ладно, с вами был Атлант. Всем удачи, спасибо за внимание. Идем в космос. Это просто какой-то космос. Кстати, космос, надо еще проверить, как у нас там атом поживает, да? Ну, в целом, потихонечку тоже подрастает, возвращается к своим 5 долларов потихонечку, да? Здесь у нас был пробой, цель. Ну, цель у нас еще пока идем к цели. Здесь основная цель по дракончику у нас. Кстати, у нас здесь цель по дракончику это 118 600. 118 800, 118 600. Но этот дракончик у нас не совсем обычный, не такой, как всегда, да, и Маск, обрати внимание, как он его показал. Он его показал именно на ракете и повернут он в эту сторону, причем левая лапа, да, правая получилась выше стригок, потому что он развернутый совершенно в другую сторону. Интересный ход события. Интересный разворот, да, интересный вот этот разворот событий. Очень даже интересный. Так, по графику у нас еще можно вот такой момент посмотреть по этому дракону на золотое сечение, которое у нас находится примерно в районе 124 900. Поздравляю. Наша старая цель и новый, да, из этого паттерна выход 124 900, 125 тысяч. Вот цель. Если вы помните, да, ранее я вам ее показывал. Все, кто хочет ко мне на график с Атлантом, пишите в личку. Кто хочет отдельно себе Атлант, также пишите в личку, да, мы можем подключить у вас прямо на TradingView, вы можете себе подключить Атланта, Атлант MACD и дополнительные еще моменты могу подсказать, на что стоит обращать внимание. Ну, по Атланту у нас основное здесь это именно Атлант. И также еще дополнительно подключить в этот момент KFPVR уровня. Это желательно ставить на часовой тайминг. Только час хорошо себя показывает с этим моментом. Также это у нас тоже входит в систему с Атлантом. Вот как-то так, господа присяжные заседатели. Долго мы с ним мучились, да? Я помню этих 3000. Я не так скажу, я помню этих 300 долларов. Это было только начало. Как интересно устроен этот цикл. Нет слов. Так. Было бы нехорошо, если мы сейчас, конечно, выходим наверх, у нас здесь гэп останется. Да, хотя бы где-то вот здесь хотя бы открываться. Тогда четверка, ну-ка сейчас. Мысли вслух. Да, нам нельзя вот хотя бы вот здесь где-то открываться. Это 118 330. А у нас уже цена 117 198. 118 330. Это вот здесь, да, у нас. Ну, по-хорошему, где-то вот здесь нужно не выходить выше этого уровня, по-хорошему. Но сейчас, в принципе, могут сюда цену дотолкать, как раз верхняя грань этого графика. Да, открыться в понедельник, сделать коррекционное небольшое движение, и потом только дернуть наверх обратно.
что-то подобное, или выторговывать эту область, да, и потом только пробиваться и выходить дальше. Ну, в целом нормально. В общем, нам, чтобы не выхватить гэп, нам нужно где-то вот здесь находиться, чтобы потом не возвращаться, не забирать его в обратном направлении, плюс закрыть эти цели. В общем, с вами был Атлант. Делитесь этим видео с друзьями. Я понимаю, что тут очень много всего. Тяжело это все слушать и тяжело воспринимать и понимать. Но идем за маркетмейкером, идем аккуратно, на мягких лапках, чтобы не напугать, да. По Атланту лонг приоритет. Открываем позиции на BingX. Кто не знает, что это за биржа, да, и не знает, как присоединиться, все ссылки в описании, все проверено. Постоянно работаю. Если не разберетесь, можете обращаться, могу подсказать. Или можете спросить у искусственного интеллекта, можете спросить написать в техподдержку, да, этой биржи, если есть какие-то вопросы, которые не можете понять, осознать, как работает с биржей. Но это единственная биржа, у которых есть изолированная раздельная маржинальная торговля, которая позволяет открывать именно по несколько раздельных позиций. Да, можно открыть одну на бессрочных фьючерсах, но также в изолированной марже, в режиме хеджирования, но в позиции, но одна позиция, да, и которую частями ты закрываешь, но тогда ты не видишь, получается, где ты ее открывал, либо как-то записывать. Это очень неудобно. Ну, то есть, когда у тебя открыта одна большая позиция с небольшим, получается, плечом ты ее можешь открыть, и с большой маржой, да, чтобы стоп далеко оттянуть. Это потому что в момент, когда ты открываешь позицию, ты же не знаешь, как себя цена дальше поведет. Блин, можно вечно смотреть, как горит костер, как работают люди, да, и как растет биткоин. Короче, ты можешь смотреть, открывать позиции. Открыл одну позицию, да, и ты не знаешь, как дальше себя цена поведет. Она может здесь и вверх пойти, да, также она может продолжить дальше снижение. И вот, чтобы тебе легче было ориентироваться, и тем более, как лучше для начала научиться, и в дальнейшем легче было ориентироваться, работать именно с BinX с одно удовольствие, потому что ты можешь открывать по несколько позиций. Когда ты открываешь несколько разных позиций, легче тебе их контролировать. Во-первых, они раздельные, отдельные друг от друга, да, у каждой своя маржа, у каждой свой стоп. И плюс ты вырабатываешь свою стратегию, да, ты видишь эти паттерны, смотришь, куда идет рынок, как он ходит. То есть постоянно смотришь, как это все работает. Ищешь уровни лонг-шорт приоритета. И от этого всего отталкиваешься, да, ну плюс еще ко всему у тебя Атлант подсказывает, в каком направлении двигаемся, да, как вот здесь у нас большая структура собирается, и мы из нее собираемся потихонечку уже выходить. Ну вот как я говорил, да, что может сейчас произойти, это по-хорошему выход в эту область. И здесь подождать, посмотреть, когда себя цена поведет. Опять же, когда остановимся, буду смотреть от уровня long-short приоритета, да, посмотрю, как здесь себя цена поведет в этой области. Возможно, здесь буду дополнительно открывать короткие позиции. Дополнительно, возможно, буду. Это нужно смотреть будет, опять же, как поведет себя рынок. Ну, в общем, вам все, что хотел сказать, сказал. Приходите. Если кому-то что-то непонятно, пишите в личку. Постараюсь по возможности объяснить, подсказать. С вами был Атлант. Всем удачи. Спасибо за внимание. Берегите себя. Ставьте стоп-ордер. Всегда работайте с стоп-ордером. И пока-пока.